Всем привет с города Измаила, Раиса Горяченко. Сегодня по многочисленным просьбам я хочу вам показать, как я высаживаю розы черенку. И нахожусь возле кустиков, которые я посадила в прошлом году где-то в это время, август-сентябрь месяц. Вот посмотрите, какие они. В августе месяце я им уже разрешаю зацвести. Не убираю бутончики, нам нужно, чтобы созрела древесина до следующей весны. Поэтому вот они, красавцы, у меня уже цветут полным ходом, а мы с вами перемещаемся. У меня еще тут есть место, где нужно посадить еще один кустик. Я сейчас вам покажу. Видите, здесь у меня еще такой куст очень красивый рос. Вот. А сейчас я вам покажу, что нужно и как нужно делать при посадке. Вот это пустое место свято не бывает, или свято место пусто не бывает. Вот. Что нужно делать? Вот посмотрите, пожалуйста, у меня 3 разных черенка. Вот. Для того, чтобы выбрать правильный и правильно сделать, сразу же говорю, вот такой тоненький череночек, он не подходит. Черенки должны быть сразу же после цветения. Цветок должен отцвести. Итак, отцвел цветок, этот у нам черенок не подходит, очень тоненький, с него толку не будет. Очень редко, когда что-то получается с него. Конечно, есть и стимуляторами роста его, а вот какие черенки. Это очень толстый, но я с него выращивала. Но идеальный, конечно, вот этот череночек. Что делаем? Значит, обрезаем листья. Нам нужны 2-3 почки. Можно и 4 даже. Вот в данном случае снизу, смотрите, я обрезаю, специально одела белые перчатки. Ниже вот почечки обрезаю где-то на 1 сантиметр. Должен быть косой срез. Здесь, если косой срез, то будет больше всего корневой системы. И еще немножечко вот делаю вот такие надрезы. Здесь тоже образуются корешочки, будут образовываться. Далее, сверху вот будет 1, 2, 3. Я оставлю 4 почки. Значит, здесь обрезаю листья, а над ней где-то 1-1,5 сантиметра. Вот здесь прямой угол обрезки. Вот черенок готов для посадки. Итак, черенок мы с вами подготовили. Я думаю, что тут проблем не будет. Смотрите, значит, угол среза у нас такой вот под углом, не прямой, сверху у нас прямой. Листья все обрезаем, кроме верхних вот немножечко оставляем. Можно верхние оставлять полностью, я и такой способ пробовала. Но нам нужно уменьшить влагу, уменьшить, чтобы испарялась влага, поэтому минимум должно быть зеленой массы листовой. Теперь, что нужно делать дальше? Я подготовила, я уже это делаю несколько лет, и результат меня радует. Значит, в ямке должна быть мягкая черная земля. У нас такая земля уже есть. Еще, для того, чтобы было воздушное пространство для корней, я вот такую штуку делаю. Мешаю хорошую еще плодородную землю, добавляю такую из пакетов, так вот, чтобы было. Или еще из леса, зерновая уже постояла хорошо. Должно быть пушистая вот такая земля для моего череночка. И затем я поливаю. Обязательно должна быть влажная земля. В сухую землю посадите, будет обязательно проблема. Итак, у нас мягкая земля, теплая вода. Еще засыпаю вот эту землю. Еще раз поливаю. Должно быть все влажное у нас. Можно еще немножечко скорлупы яиц. И засыпаю теперь эту землю. Убираем лишние корешочки. Вот. И теперь прижали землю. Я ее не поливаю. Получается, у нас вот этот, смотрите, вот этот листик должен оставаться сверху. Теперь, вот он, видите, над землей. Все, посажен. А теперь самое главное, нужно обязательно водрузить парник. Если вы посадите без парника, то, естественно, у вас высохнет растение и розочка не примется.
Поэтому нужно обязательно вот подсыпать. Если сильный ветер, у вас получится тоже, что у меня как-то бутылки тоже повылетали. И когда сильные жаркие дни там будут, когда уже вы увидите, что зеленые принимаются, мы будем следить еще за этим кустиком. Можно открывать на день, а на ночь закрывать. Вот для чего вот эту крышку, для чего я именно вырезаю эту бутылку вверх крышечкой. Это очень удобно. Все, до зимы наша розочка будет находиться здесь. Мы будем поливать по краям обязательно, если будут сухие дни. Вот. И здесь больше никаких подкормочек, ничего мы не делаем до следующей весны. А, естественно, следующей весной мы с вами это еще тоже обязательно посмотрим. Но до того, как мы будем открывать, и она будет дальше расти весной, у нас осенью будет очень интересное еще дело. И мы это дело укрытия, мы об этом обязательно еще с вами поговорим. Ну, а я пока прощаюсь с вами. Я думаю, что вопросы по размножению роз с помощью черенков, я на них ответила. И если еще что-то непонятное, мы обязательно будем отвечать и обязательно буду показывать. Ну а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Будьте мне здоровы.